Такой классический кейк Виктория я сегодня сделал. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Я давно выпечкой не занимался, а что-то такое захотелось вкусненькое к чаю. И один из любимых тортов или пирожных у нас в семье — это английский традиционный кейк Victorian Sponge Cake. Делается обалденно легко, но получается обалденно вкусно. Рецепт я нашел на интернете. Я уже делал этот кейк у себя на канале, а сегодня решил пройтись по классическому рецепту и с вами поделиться тоже. Я надеюсь, что, посмотрев это видео, вам дам идею сделать то же самое, или вам дам на заметку сделать что-то такое, наподобие такого в будущем. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. В то же время я уже в духовку включил на 180 градусов, пускай она мне нагревается, а мы сейчас замесим тесто. Как вы видите, все, что понадобится для этого кейка, у меня здесь на столе. Все ингредиенты я подпишу под видео вам тоже, и также размеры. В то же время я вам скажу, что желательно, чтобы яйца и масло были комнатной температуры, тогда будет легче взбиваться. В первую очередь мы сейчас собьем яйца. Я буду пользоваться планетарным миксером. Сюда к яйцам я сейчас добавлю сахар. Единственное, что я вам скажу, что здесь легко пропорции запоминаются: 200 грамм муки, 200 грамм сахара и 200 грамм масла, и 4 яйца. И 1 ложка разрыхлителя и 2,5 ложки столовой молока. Легко. Ну и, конечно, я еще добавил щепотку соли. Сейчас мы включаем, пускай немножко яйца у нас собьются. Пока яйца там взбиваются, мы сейчас добавим 1 ложку разрыхлителя к муке. Вот так. И перемешаю. Теперь к яйцам я налью молоко. И постепенно добавляю масло. И теперь постепенно я буду добавлять сюда муку. Немножко добавили. Включаем, пускай еще взбивается. И так постепенно мы всю нашу муку добавим сюда в тесто. Начинаю с маленьких оборотов, потом обороты увеличиваю. Так. Накрываем, и пускай продолжает взбиваться. Так. Все края подровняем, чтобы ничего на краях у нас не осталось. И добавляю оставшуюся муку. Вот так. И продолжаем взбивать. Так. И тесто у нас сбилось. Сейчас мы это снимем. Здесь у меня форма приготовлена примерно 20 сантиметров.
И это все тесто мы сейчас перенесем сюда в форму. И у меня духовка уже нагрелась до 180 градусов. Сейчас аккуратненько расправим по форме. Это силиконовая такая бумага многоразового пользования. Смотрю, что надо скоро придется новую покупать. И в то же время я поставил бумагу, но в то же время я пропыскал пекарным маслом специально, чтобы для смазывания форм. И теперь пускай это идет в духовку, начнем 15-20 минут, и смотрите сами по своей духовке. По инструкции сказано было так, что если она готова, когда вы прижмете посерединке, она должна как губка выправляться. Так что посмотрим, что получится. Так что с Богом. Итак, наш корж вышел с такой шапочкой, так нормально, смотрите, все. Теперь мы оставим, и пускай это у нас остывает. Выпекался он у меня 45 минут. А теперь к этому нам надо сделать крем. К этому кейку крем очень простой. Сливки. Сюда добавим чуть-чуть ванилин. Сахар добавляю по вкусу на глаз. И все это мы взбиваем. Начиная с маленьких оборотов. Вот и все. Сливки мы взбили. И теперь это идет на холодильник. И как у нас корж остынет, пару часиков, тогда мы разрежем, я покажу, что дальше делать. Итак, наш корж остыл хорошо. Вытащил я из формы очень хорошо, только немножко здесь зацепил я ножиком. А так, смотрите, как хорошо это все выглядит, красиво. Теперь, что нам надо? Нам надо этот корж порезать пополам аккуратненько. Так, эту часть мы снимем. Смотрите, какая прелесть. Теперь пропитывать сиропом этот корж коржи не надо. Для этого кейка лучше всего пользоваться клубничным вареньем или земляникой, если у вас есть. Но у меня, к сожалению, этого дома не оказалось. А я буду пользоваться малиновым вареньем. Так. И аккуратненько сейчас надо размазать по коржу. И как мы это все размажем, все сделаем. Этот кейк у меня обратно идет в холодильник. И завтра утром можно кушать его. То есть завтра к обеду. Вот так. Так что я, к сожалению, нарезать не буду сегодня показывать. Я просто покажу финальный результат. Так. И теперь сюда сверху мы накладываем наши сливки взбитые. Прямо толстым слоем. Так, равномерно так распределим.
Так. И сверху мы поставим другую половину. Белочку немножко так аккуратненько, чистенько было. И теперь сверху мы присыпем сахарной пудрой. Это классический английский кейк Виктория. Называется еще сэндвич или бутерброд кейк, который я сегодня сделал, и у меня в семье это любят. И я с вами поделился, как это делать сегодня. Вот такой прекрасный кейк я сегодня сделал. Это классический английский кейк Виктория называется, или по-другому они делают как сэндвич или бутерброд кейк. Это обалденно вкусный кейк. Я люблю этот кейк. У меня в семье тоже это любят. И так как что-то захотелось, то я и сделал сегодня. И с вами поделился тоже. А на этой сладкой ноте я хотел с вами прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Всем мирного неба, приятного аппетита и